привет! Сейчас будем топить Asus ROG Phone 8 Pro, и это глобальная версия. Вот так будет выглядеть утопление. Кстати, хочу напомнить тем, кто будет приобретать, и в ролике тоже несколько раз скажу, он царапается вообще на ура. Притом царапается как его корпус, так и чехол. Очень быстро и просто. Ну что, пока не погиб, но вода повлияла, видите, потому что видео отрубилось. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня не факт, что это дело получится у меня эффективно. Почему? Потому что я обозреваю единственный достойный игровой смартфон, это ROG Phone 8 Pro. Вообще все Asus я считаю, в принципе, довольно удачными. Насчет этого многие, кто имеет Asus старенькие 7, 6, 5 считают неудачной 8, но это, разумеется, почему? Потому что, по большому счету, если даже у вас Asus ROG Phone 5s, вы можете его и не менять. Они нормально тащат игры, если у вас не просел аккумулятор, в принципе, проблем никаких с ним быть не должно. Если говорить об этом смартфоне, помимо тыльной части, что у нас есть там 300 с лишним диодиков, помимо того, что он может снимать на основном модуле в 4К 60 FPS, есть телевик, есть ультраширик, но вот такая вот блямба, разумеется. Он не боится воды, и реально, в отличие от всяких Nubia, допустим, Z60 Ultra, ZTE Nubia у меня утонула, и у нее и правда есть защита от влаги, уже неделю влага из него не выходит никак. Но это лирика. Если говорить про этот смартфон, разумеется, процессор, притом Snapdragon 8 Gen 3 реализован максимально круто, без всякого кулера. На Польза.нет стримы вы можете посмотреть по ссылке в описании. Я прожаривал этот смартфон 3 часа и специально в самом начале врубил тротлинг-тест на 100 потоков 60 минут. И без всяких морозилок, без всяких кулеров, здесь была просто великолепная картинка. Это, к слову, по поводу того, когда вы смотрите обзоры, чтобы вы могли сравнивать. Потому что, чтобы там была пила или чтобы он умирал, я легко могу и так сделать. У меня хватает проблем с этим смартфоном. В конце я, разумеется, расскажу, что с ним было. Но в плане стабильности, насколько он игровой, вот на 99,9 в периоде. Здесь есть триггеры, разумеется, которые еще и с чувствительность можно у них настраивать. Разумеется, гироскопа чувствительность можно настраивать, чтобы было удобнее играть. Помимо этого, здесь 165 Гц экран. Помимо этого, 1100 люксов, которые у него есть, и мы тестировали, опять же, 3 часа его на стриме я гонял и в играх, и не только. Это дело у нас не сбросило яркость вообще. 1100 люксов. Да, где-то через час с лишним, если без обходной зарядки на нем играть, у него начнет тротлить процессор, и будут фризы в играх. Но, опять же, у нас это началось только через 3 часа после того, как я его гонял непрерывно. И это произошло только в Геншине. И то, ну, разумеется, за 3 часа без охлаждения любой смарт будет загибаться. Если говорить про какие-то особые фишки, ничего супер особого здесь не появилось. Как были у Asus'ов возможность делиться настройками под игры для триггеров, так и осталось. Как было здесь огромное комьюнити, так и осталось. Да, я не согласен, что они запихали сюда фронталку, но в то же время, с одной стороны, это и хорошо, потому что раньше он был уже очень игровым. Сейчас этот смартфон реально универсален. Насколько он универсален, есть ли смысл его приобретать, вы узнаете в ролике. Но, к слову, я хочу с самого начала остановиться на определенной проблеме, которую кто-то форсит. Скорее всего, это продавцы Red Magic'ов, либо кому нужно вернуть себе какие-то средства, допустим, от продавца. Если вы приобретаете, я не уверен, что видно, смартфон, и вы видите вот здесь а-ля щель, это не щель. У всех смартфонов, у Asus'ов есть такая тема. Если ты очень сильно нажмешь, с любой стороны, те, кто его хейтили, увидели плохой, кому он нравился, увидели хорошее. В целом, смарт защиту от влаги имеет. Топить его, разумеется, нельзя, не советую, потому что вы очумеете возвращать средства. Вот, допустим, ZTE Z60 Ultra, который имеет защиту от влаги, у него есть, по идее, IP68. После того, как я его топил, он набрал влаги, и теперь влага из него уже больше недели не выходит. Периодически я фотографии выкладываю в свою личную телегу. Сервисы отказались его принимать, официального сервиса нет, и не важно, что у меня там есть гарантия или нет. Это вся моя история по поводу третьих эшелонов, когда вы будете что-то приобретать. Хотя, даже если у вас первые эшелоны что-то утонуло, вполне возможно, вам скажут «до свидания». И эта вероятность очень высокая, потому что производитель не знает, вы на 1,5 часа в воду его закинули, или, там, не знаю, 2 недели он держался у вас в воде для того, чтобы вы его все-таки утопили. Если говорить про ROG Phone, обходная зарядка, разумеется, есть, 2 Type-C-шника, разумеется, есть у них кулер еще отдельно навесной продается с 2 кнопками, многим и этих кнопок мало.
Помимо этого, что еще интересного? К сожалению, нет карты памяти. По поводу работы триггеров, в 8 у меня были проблемы, пока я ее не настроил. В 8 Pro у меня все равно проблемы, несмотря на то, что я настроил, несмотря на то, что последняя прошивка, но как-то они странно у меня работают. Я еще не привык. Я все-таки за механику, хотя механика это прошлый век. В целом, расскажу все подробно в ролике, смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в достаточно габаритной упаковке, но не больше, чем упаковка у версии Asus ROG Phone 7 Ultimate. Обзор, к слову, уже давно на канале. На упаковке есть название модели и краткая характеристика модели. Выглядит она эпично. Упаковка открывается по системе шкатулки, пакинг отличный, в комплекте мы имеем сам смартфон, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, блок питания на 65 Вт с китайской вилкой, руководство пользователей, пластиковый чехол. Притом хочу отметить интересный момент, что даже если у вас версия Global, версии Global бывают разные. И по слухам даже еще и блоки питания на разную мощность, хотя, если честно, не особо этому доверял. В целом вы все видите, первичное включение происходит в связке с упаковкой, стандартно нужно пройти небольшое обучение и настройку триггеров. Слот прорезиненный под 2 нано-сим-карты, карту памяти, разумеется, установить нельзя, хотя хотелось бы, все-таки игровой смарт. Весит смартфон 229 граммов, а вместе с чехлом 246 граммов. Габариты Asus ROG Phone 8 Pro 164 на 77,8 на 13,3 мм вместе с блоком камер. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi-бендов 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к игровому смартфону. Приобрести данный девайс можно только в черной расцветке. Дизайн, как я уже говорил в обзоре на младшую модель этой линейки, стал более подходить на дизайн обыкновенных флагманов. Но при этом игровые элементы дизайна все же остались. К примеру, мы имеем различные надписи на крышке с тыльной части, триггеры, которые обозначены надписями ROG с тиснением, круто оформленный блок камер и интересно реализованный AnyMe Vision, программируемая мини-светодиодная подсветка на крышке. Выполнена она из светодиодов, которых 341 штука, и круто, что данная подсветка не имеет заметной границы, плюс есть много различных стилей для подсветки. Кастомизируется по полной программе. Далее, крышка выполнена из стекла с матовым тактильно приятным покрытием. Рамка алюминиевая, грани прямые, но корпус не топорный, а со слегка закругленными краями. Я хочу отметить, что в 8 чуть-чуть другое покрытие и другой цвет даже. Эргономика смартфона отличная, в руке смартфон лежит удобно и не выскальзывает. По сравнению с прошлыми моделями эта новинка стала тоньше и легче, плюс компактнее, хотя блок камеры Гигей как выпирает и многих это раздражает. Что касается щели между крышкой и рамкой, как я уже говорил, это никаким образом не влияет на работоспособность устройства либо защиту от влаги. Также можно придираться ко всему, как и к тому, что крышка у данной модели слегка прогибается. Хотя, с другой стороны, все зависит от ваших силенок. Скажем прямо, я тестировал водой 8, 8 Pro, и до этого Asus, они у меня не тонули, все, что были с защитой от влаги. В отличие от Nubi из ZTE, к которым относится Red Magic. На корпусе расположили стандартную кнопку питания, качели регулировки громкости без люфта. На нижнем торце разъем USB Type-C 2.0, а на левом торце разъем USB Type-C версии 3.1. Функция OTG на борту, можно подключать смарт к телевизору, только единственный будет момент неприятный, что в шутерах будет задержка. А так, в принципе, можно и играть. Для вывода звука установлены стереодинамики с приятным и громким звучанием, хотя в прошлой модели, по мне, звук был получше. Имеется поддержка DIROC Virtua, Audio Wizard профилей, сертификация HRS Audio и HRS Audio Wireless. Для проводных наушников предоставили мини-джек на 3,5 мм, а вот ИК-порта нет. Вибромотор мощный, тактильно приятный и настраиваемый. Но для повседневного использования вибромотор в OnePlus в этой ценовой категории, по мне, лучше намного. Также я бы хотел отметить, что ROG Phone 8 Pro использует технологию с 3 микрофонами и Asus шумоподавлением. Далее, как я уже говорил, данная модель оснащена системой управления ультразвуковыми сенсорными триггерами с поддержкой различных видов жестов, Air Trigger, а также есть наведение с помощью гироскопа. Его тоже можно настраивать. И чувствительность, и триггеров чувствительность настраивать можно. В играх использовать подобное управление в целом удобно, хоть и мне нравятся механические триггеры, но, к слову, разумеется, это уже прошлый век. Отмечу, что по сравнению с прошлыми моделями данная модель слегка упрощена. К слову, если данных триггеров будет недостаточно, можно использовать Cooler Air Active, на котором есть еще 2 механические кнопки, хотя для игроков это вроде бы для кого-то мало. Или вовсе купить мобильный контроллер ROG Tessen, хотя каждому свое. Летим дальше. С фронтальной части у нас установлен LTPO Samsung AMOLED Flexible ES6 дисплей на 6,78 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+, и частотой обновления экрана от 1 до 120
120 Гц, но максимальная частота поддерживается до 165. Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus второй версии, экран плоский, рамки не громадные. С другой стороны, у него идет с ним защитная пленка прямо с завода, и она с довольно неплохим олеофобным покрытием, я ее даже не снимал. Цветовой охват 100% DCI-P3, 145% sRGB и 100% NTSK. Имеется поддержка HDR10+, плотность пикселей скромная, 388 ppi, что, разумеется, очень даже мало. Пиковая яркость 2500 нит по заявлению производителя. По моим же замерам выдает экран максимум в пике 2000 люксов, а в максималке обычно 980 тысяч. Тест на частоту дискретизации касания выдал хорошие результаты, в играх экран показал себя великолепно. Мультитач на борту, экран спокойнейшим образом откликается на 10 касаний одновременно, DC-диминг в наличии, показатели шима, хотя они поднимаются выше 30%, если у вас есть чувствительность к шиму, ваш предел 15%, но при 30% в игровом смарте у вас глаза начнут вытекать. Понятно, что в Samsung S24 все 40%, но все равно 30 это много, пусть даже в пике. Технология Always On Display в 1 Гц в наличии и, конечно же, AOT полноценный. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лиц срабатывает стабильно быстро даже под углом, а сканер отпечатков пальцев работает корректно и очень быстро. Переходим к самому интересному. Процессор стандартный здесь Snapdragon Qualcomm-овский 8 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота 3,3 ГГц, графический процессор Adreno 750, за охлаждение отвечает теплопроводник Rapid Cool и система охлаждения Game Cool из двух графитовых листов. Проводником с быстрым охлаждением нитрид бора и паровой камерой. Я вам прямым текстом скажу, этому смартфону не нужен кулер. Оперативная память LPDDR5X, внутренняя память UFS 4.0 на 512 ГБ. Также есть версия Edition с OZU 24 ГБ и PZU в 1 ТБ. Интерфейс Rock UI на базе Android 14 версии. У меня глобальная версия на руках. В китайской версии напоминаю, что на тыльной крышке в нижней части будет надпись Tencent. По связи имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G все бенды на борту, в отличие от китайской версии. Если у вас китайская перешита на глобалку, там 20-го бенда не должно быть. Можете меня поправить, может как-то что-то поменялось у 4G, но в целом все будет и так нормально. Во время звонков датчик приближения не подводил, мобильную связь смартфон ловит хорошо, Wi-Fi стабильно, насколько стабильнее, чем в остальных смартфонах, не скажу. У меня, в принципе, нет претензий, кроме как связи в каких-нибудь Tecno. У всех остальных более-менее. Все всегда достойно. Список поддерживаемых Bluetooth кодеков вы видите на экране, достаточно много их. К слову, Bluetooth версии 5.3, почему-то не 5.4. NFC-модуль в наличии, MirPay встает без проблем, GPS-тест в городских условиях показывает стандартный 3 метра для Qualcomm точность, и это хорошо. Аккумулятор в 5500 мАч, в PC-марке смартфон даже 6 часов не выдает, но опять же тест я проводил при максимальной яркости 165 Гц, Work Performance отличный, 22 тысячи баллов, Smart поддерживает быструю зарядку на 65 Вт и беспроводную зарядку на 15, в среднем от 0 до сотки за час он заряжается по проводу. Что касается оптимизации игрового процесса, то мы имеем такие функции технологии, как X-Sense версии 2.0 для автоматизации некоторых моментов в играх, к примеру, сбор предметов, X-Capture, фоновый режим для игр и не только, там вообще много всего. В среднем за 1 час игры в PUBG уходит 26%, в Genshin Impact 28% и в Diablo 16%. Но чтобы вам я или кто-то еще не говорил, в Genshin Impact смартфон, конечно, начинает перегреваться очень сильно через полчаса. Если играть очень долго, то нужен кулер на максималках при 60 Гц экрана. Перейдем же к тестам. Результат прогонки в тротлинг-тесте показал максимум 556 гипсов, в минимуме 474 гипса и в среднем 487 гипсов. Повторяю, что все это гонял при вас на стриме, а не запихал его в какое-нибудь горячее место, как народ иногда делает, чтобы было хуже, либо в морозилку, чтобы было лучше. В Geekbench 6 в сингл-коре 2255, в мультикоре 6961, в GPU 14424. Результатов тестов 3D-марки вы видите на экране. В целом все стандартно для Snapdragon 8 Gen 3. В Antutu выдал результат в 2 109 000 попугаев. Storage-тест показал космические 181 тысячу. 45-минутный стресс-тест, по мне, график очень крутой. Основной сенсор Sony IMX 890 на 50 мегапикселей с апертурой 1.9, оптическая стабилизация и максимальным разрешением для видеосъемки 8К 24 FPS. Конечно же, есть 4К 60 FPS и ниже. Далее есть телефотосенсор на 32 мегапикселя с апертурой 2.4 и трехкратным оптическим зумом, сверхширик на 13 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов. К слову, по легендам, есть у кого-то пятикратный оптический зум на телефотосенсоре для каких-то версий, но я так и не понял. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 FPS. Камеры такие же, как у Asus ROG Phone 8. К слову, хочу отметить, что трехкратный оптический зум у меня переключение между основным модулем
модулем и телевиком происходит на X2.7, 2.8, при том, что фото, что в видео. Но 4К 60 FPS, и это, как говорится, надежда всех людей, которые делают тоже обзоры, которые не хотят, чтобы у меня были обзоры. Потому что чем меньше конкурентов, чем лучше. Ввиду того, что я уже убирался на байке, как вы понимаете, я продолжаю очень плохую тенденцию. Но так, разумеется, снимать нельзя. Но вдруг кого-то переклинит на отдыхе, и вы решите снимать на велосипеде или на байке. И 99% и 9 в периоде, как многие пишут потом в комментариях, кому это надо. Так если вы досмотрели и смотрите это, то, наверное, вам это надо. К чему это все? Потому что можно данный контент сравнивать у разных смартфонов, потому что я все, что имеет более-менее приличную камеру, таким образом тестирую. Но 4К 60 FPS основной модуль, на ультраширик снимать нельзя, но ночью на ультраширике еще и в движении снимать абсолютно бесполезная идея. То, что можно включить 4К 30 FPS, ну, с плавностью будет такая беда, что она вам тоже не нужна. То есть, проще говоря, вот та картинка, что вы сейчас видите, ее можно там покрасить, поизвращаться на ней, может быть, она будет для вас интересна. Причем я сильно сомневаюсь, с одной стороны. С другой стороны, это однозначно лучше, чем на других рогах старых. И если я уже извращаюсь, то поверьте мне, его камера мне уже нравится. Опять же, относительно старых игровых рогов. Вот так вы сможете снимать с одной руки в движении. Напоминаю, это не жесткий. Если вы поставите на жесткий штатив любой смартфон, если у него есть, допустим, автостоп, то ему придет неминуемый конец, скорее всего, потому что даже у яблок они очень часто отмирают у людей, которые благополучным образом цепляют их на велосипедах, на жесткую цепку. Но если вы поставите их, допустим, на стабилизатор DJI, как я уже делал, это им не поможет. То есть вибрация все равно будет такая, что и при ней. Можете написать мне кто-нибудь, возможно, не на шлеме, как снимает на смартфоне, потому что GoPro это одна стабилизация, абсолютно отличающаяся по качеству от стаба смартфона. Там и размер другой, и принцип чуть-чуть другой. В общем, в целом, вот так вы сможете снимать, и, надеюсь, микро вам тоже понравится. И вот так, если вы будете без движения снимать на перекрестке. В общем, в 4К 60 FPS я не понимаю почему, но он просто люто ловит мерцание. Хотя здесь и лампы такие противные. Притом в 4К 30 FPS он также ловит мерцание. Вот так движение может не ловит. Он просто ловит одну большую блямбу вместо... Ну и меня нет. Везет мне пока. Так, выкупили игровой смарт. Ну что же, основной модуль, кофе, попытка подснять, Full HD. Вот теперь 4К 60 FPS, кофе, попытка подснять, и все выглядит намного лучше. Я думаю, для вас тоже. Ждем. Не зря же они изобрели гейзерную кофеварку, чтобы мы могли подснимать эпичные моменты. Надеюсь, моя прошка сейчас ни одного Asus ROG 8 Pro при съемке не пострадала, да? И все с одной руки я снимаю, потому что вторая в готовности убирать. Что если я не успею убрать, это будет печально. Кофе попадет на смартфон. И тогда все наши тесты не будут кристальными и эталонными после сваренного смарта. Так, где кофе? Рука не особо сильно устает после того, как ты с айфона снимаешь. Но насчет стаба он здесь не так волшебно работает, как хотелось бы. Опять же, я так вижу. Возможно, вы видите сейчас другую картинку, она для вас лучше, чем для меня. Все из-за 3-секундного момента. Да? Вообще обычно 2 минуты он готовится, уже минуту 40 я снимаю. Вот, все. И мы продлили этот момент на секунд 20. Пусть будет постепенно. Все уже побежали кофе себе делать? Нет?
Когда я был молод, я не понимал, в чем радость всего этого процесса и смысл. Все, финал. Ну и теперь попытка заснять, как я все это дело заливаю. Может быть, она хоть будет удачна. Обычно у меня она неудачна. Я разливаю все и в ролик это не запиливаю. Ей! Мало примеров видео не бывает. 4К 60 FPS. Я, наверное, раз 500 каждый раз за ролик, как мантру повторяю. 4К 60 FPS. И мало примеров не бывает. Хотя, наверное, надо договориться, что все примеры в основном в 4К 60 FPS. А если меньше, я предупреждаю. Так, как говорится, мы не ищем легких путей. Это 4К 60 FPS, фудблогинг. И по мне... Хотя многим покажется, что зря камеру сюда запихали. По мне, очень даже не зря. Пусть она и торчит, но съемка уже на уровне. Хотя, опять же, смотря как смотреть. 4К 60 FPS, мало кофе не бывает. И понятно, что игровой смартфон — это игровой смартфон, а точно не камерафон. Но это глобальная версия, и стоимость у него, как у, в принципе, любого другого флагмана. Только, опять же, у него есть триггеры, обходная зарядка, которая у нас есть уже в брендах третьего эшелона и за 18 тысяч. Поэтому мы все-таки хотим, чтобы сюда что-то добавили. Защита от влаги в наличии. Про щель я уже 500 тысяч раз рассказывал, что она у всех. У Джерри, который уничтожает все, в разборке есть этот смарт. Он даже не обращает на эту щель внимания, потому что это стандартная конструкционная штука. Хотя у меня подписчик один в комментах писал, что умудрился получить даже возврат средств частичный, потому что сделал фото щели продавцу, и тот предложил, правда, площадка предложила вернуть, но продавец согласился чуть-чуть компенсировать. Хотя, опять же, прошу тех, у кого есть на руках эти девайсы, написать, есть ли у вас такая проблема, что вы считаете, что щель должна пропускать воду. Разумеется, лучше не топить смартфона. Разумеется, все это... Ух ты, ешки-гагошки, как всегда вообще. Гиперстабилизация. Вот так вот, если дергать смарт. Ну что, вот так примерно вы сможете в 4К 60 FPS снимать ночью, в движении. И, разумеется, топовую картинку точно не назвать. Но, если вы досмотрели до этого места, в тысячный раз повторяю, значит оно вам как-то надо. Насколько хорошо работают микрофоны в чехле, хотя он здесь такой номинальный, вы слышите. Насколько хорошо отрабатывает камера, вы видите. И это точно не камерафон, но и не совсем печальный смарт по камере. Это Full HD, кстати, 60 FPS, съемка с одной руки. И насколько хорошо вы можете снимать в данном режиме, вы тоже видите сейчас. Есть ли смысл на нем снимать, когда вы катаете на байке или там, на велосипеде? Не знаю, но напоминаю, что на жесткий штатив лучше ничего не вешать, нигде, ни на байке, ни еще где-то, потому что может навернуться стабилизация вообще вся, особенно если она у вас есть оптическая. 4К 60 FPS, полиция, и не успел подснять что-то интересное для вас. И фронталка, в движении ничего снимать на нее не буду. Первое, потому что опасно, а второе, потому что она плохая. Без освещения вообще никак. И еще фронталка ночью. Ха-ха-ха, фудблогинг. Штатный, стандартный. Вермишель и пад-тай. Как говорится, нудлс. И, ну, видите, автофокус с ума сходит. Красное на красном. Зеленое на красном. И оранжевое на красном. И еще немного странного фудблогинга. От этого вряд ли у кого-то слюнки потекут, но может быть. И вот так лед с жидкостью со всякой подают, чтобы пить. Вот такой вот коктейль внутри. И еще один пад-тай уже под нормальным освещением дневным.
Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память с помощью microSD, да и по большому счету все. И для многих минус будет, что он перестал выглядеть как что-то огромное игровое, но по мне это только плюс. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Очень часто у Asus бывают всякие распродажи. По большому счету, а кто остался из игровых устройств? Только они. Вот и все. Единственное, если люди перестанут в принципе интересоваться игровыми смартфонами, то и они лавочку закроют. Вроде бы и Meizu закрыла. То, что делает Red Magic, я игровым точно назвать не могу. Только в плане цены, реклама, да, игровая. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Смотрите, резюмировать я бы хотел довольно просто. Я всегда говорил много лет, что по иерархии у меня сначала идут Asus Overprice, потом у нас идут Black Shark, которые, к сожалению, погибли. И если вы хотите озолотить рекламщиков, вы можете покупать Red Magic, разумеется. Почему? Потому что Red Magic настолько же игровой, насколько iPhone. То есть он также быстро сбрасывает яркость, и называть его игровым у меня язык не повернется. Особенно после того, как у меня они побывали в руках, и я знаю, какое это. Asus тоже, к сожалению, не идеальны. Если брать, допустим, Tencent версию, которая физически ничем, повторяюсь, не отличается, такая же щель у нее. Вы, кстати, можете чуть-чуть вернуть средства. У нас один из подписчиков вернул 3 с лишним тысячи у продавца, потому что считает, что это щель. Но считает, что это нормально, потому что смартфон он решил не отправлять и получил копеечку. Но это не руководство к действию, обманывать кого-то не стоит. Повторяюсь, что я Asus без того, чтобы иметь возможность сжать эту крышку, каким-то образом подвигать этой крышкой задней, у меня других Asus'ов и не было. Так вот, по поводу Tencent версии. Проблема в том, что там нет 20-го бенда. Проблема в том, что Tencent версию 8 или 8 Pro, если вы купите, обновлять по воздуху вы не сможете. Вам нужно будет скачивать обновление, и потом оно автоматически, когда вы будете скидывать его на телефон, очень быстро, потому что здесь третий Type-C-шник, сможете обновлять. Но это все равно, по мне, костыли. По поводу всяких игровых штук. Здесь их море, интуитивно все понятно, элементарно. На стримах можете посмотреть у меня, сколько там всего, разбираться и разбираться. Экран. Это не самая топовая штука, что есть вообще в продаже среди флагманов, даже не предтоповая. Здесь субфлагманская плотность пикселей. С одной стороны. С другой стороны, зачем 500 или 600 ppi, как в Sony, плотность пикселей игровому смарту, это, конечно, непонятно. Несмотря ни на что и вопреки всему, вот я говорю, на андроидах нет супер игр, как, допустим, есть на яблоке. Вчера мы гоняли с вами на Польза.нет стримы iPhone 15 Pro Max с кулером от OnePlus. И что в итоге? В итоге все равно смарт перегрелся, сбросил яркость до 200 люксов с лишним. Все равно игра подтормаживать начала чуть-чуть, но правда минимально. В Death Stranding мы играли. В целом, от того, что там есть на этом айфоне эти супер игры, без разницы в скольки FPS, особо ничего не поменяется. Если ты хочешь зайти на 10 минут поиграть и показать какой-то крутой, да, может быть в следующих поколениях айфонов это будет актуально. По поводу андроидов здесь все проще. Вы хотите супер игры, устанавливаете сюда эмуляторы и гоняете по полной программе. Это касается всех смартфонов. По поводу Asus'ов. Мое мнение не поменялось. Как были это единственным выбором для игроков, так и осталось. Есть ли смысл переходить с 7 или 6 версии Asus'ов на 8 или 8 Pro? Разумеется, нет. Поддерживаю ли я решение, что они убрали вот этот вот игровой внешний вид? Наверное, больше поддерживаю, потому что смарт стал универсальным для всех. И вам может это нравиться или нет, увидим по продажам, скажем так. Будут они хороши для большинства или не будут. Насчет триггеров я уже говорил, что у меня с ними дружба не очень задалась. Насчет того, как вы видите в просторах интернета тесты данного смартфона, кроме одного канала, у меня со всеми каналами другими тесты сходятся. И по поводу Red Magic тоже. В подтверждение своих слов, повторяюсь, я гонял его на стриме, и вы видели мои графики, мои результаты тестов. И задайте себе, как говорится, вопрос, а почему у остальных по-другому? Наверное, потому что как-то они по-другому его тестируют. Может, если на паяльной лампе его мучить, то тогда он будет хуже, чем ZTE-шные штуки. И если нет, то Asus все-таки рулит. Это объективно. Да, оверпрайс лютый. Да, за эти деньги, я не знаю, можно любой смартфон купить, там Poco X6 и радоваться ничуть не меньше. Но если деньги есть, если вы прям тащитесь от игрушек, то Asus делают вещи. Насколько это разумно решать вам, по мне абсолютно неразумно покупать глобалку с одной стороны, с другой стороны, если деньги есть, почему нет? Поверьте мне, китайские производители для Китая хуже смарты делать не будут. Это я про Tencent версию. В целом, рассказал, я думаю, все. У меня еще есть про ROG Phone 8 обзор. Можете его еще посмотреть, почитать комментарии.
Понятно, что дорого-богато, но кому-то, возможно, это понравится и будет интересно. Девайсу от меня однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.